Привет, меня зовут Захар Волтов-Зеро, это 50 бесполезных фактов Dead Cells. Если у вас много опыта игры или вы там штудировали вики, то вряд ли что-то новое я вам смогу рассказать. Ну да ладно, давайте там берите покушать, попить, а если у вас есть уже это все, проверьте подписку на канал, как-никак я к 20 тысячам на канале иду, поэтому подписываемся и ставим лайк под видео. А теперь желаю приятного просмотра видеоролика. Начнем с лайтового. Dead Cells — это игра от французской студии Motion Twin, выполненная в жанре экшен-рогалика с элементами Metroidvania. Игра доступна на Linux, macOS, Nintendo Switch, PlayStation 4, Windows, Xbox One, iOS и Android. Это, кстати, уже второй факт. Цифра нужного факта, кстати, вот тут отображается, чтобы вы в курсе были. Изначально Dead Cells был не экшен-рогаликом, а игрой с элементами Tower Defense, поскольку разработчики хотели сделать ультранишевую игру. Dead Cells разрабатывается командой, которая отделена от Motion Twin и имеет название Evil Empire. Это было сделано из-за того, что когда команда разработчиков расширилась, Motion Twin хотела остаться тем же рабочим кооперативом, что и была. За время существования игры вышло два больших дополнения, которые добавляли в игру предметы и костюмы из других игр. В их число вошли такие игры, как Hyper Light Drifter, Guacamelee, Curse of the Dead God, Blasphemous, Skull the Hero Slayer, Hollow Knight, Terraria, Hotline Miami, Slay the Spire, Shovel Knight, Risk of Rain, Katana Zero и Soul Knight. Также вышло большое DLC, посвященное Castlevania, игре, которая подарила некоторые механики и является прародителем жанра. В DLC Return to the Castlevania есть особый игровой режим Рихтера, в котором можно поиграть за Рихтера Пельмонта, главного героя Castlevania Round of Blood. Кроме этого, в режиме есть много секретов и используются оригинальные мувсеты из Castlevania. Все мы знаем, что в игре можно получить проклятие. Всего есть 4 варианта, как его получить. Взять проклятый меч, открыть проклятый сундук, сломать золотую дверь или подобрать проклятую реликвию. Кстати, в игре есть рождественский ключ, который дает доступ к праздничному костюму, который нужно забрать в локации пещера. Сама пещера появилась вместе с обновлением Rise of Giant. Кроме пещеры, именно в этом DLC и появилась истинная концовка игры. Всего в игре есть 5 DLC, 4 платных, одно бесплатное, причем каждый из них так или иначе расширяет мир игры. В обновлении 34 Clean Cut Update добавили портного и улучшили систему кастомизации. Благодаря этому голову Бобби теперь можно использовать вместе с другими костюмами. Теперь у портного Тейлора появилась дочь, которая больше нигде не учится из-за последних событий. Кроме этого, до обновления 34 торговец Мимик мог появиться только на уровне банк, а теперь может появиться с 10% шансом в любом другом биоме. В одноименном 31 обновлении Boss Rush появился режим Boss Rush, что вообще неожиданно, я в шоке. За полное прохождение режима Boss Rush можно получить 8 костюмов, оружие, навык и мутацию. В обновлении 11 появился особый режим, аналогично обычному забегу, но с более тонкой настройкой различных параметров. Благодаря этому можно настроить игру так, как хочется, но некоторые параметры блокируют получение достижений в игре. С обновления 12 особый режим открывается после получения особой руны, которая выпадает с элитного зомби в тюремных башнях. Руны дают новые способности для персонажа, которые в свою очередь позволяют попасть в недоступные места и локации. Единственный способ получить руны — это отправиться в определенные локации и победить элитных врагов, которые появляются у элитных обелисков. После приобретения собранные руны игрок может просмотреть в правой части экрана в меню паузы в любое время. Всю игру можно пройти с самого первого забега до самого конца, если вам, конечно, хватит скилла. Если пройти первый забег и победить Десницу Короля, то обучающий рыцарь будет мертва сразу, а не через несколько забегов. Безголовый может вселиться в тело короля в тронном зале при условии, что активны 5 клеток босса и коллекционер был убит один раз. После чего, если будет побежден коллекционер, то игрок получит костюм короля навсегда. В игре есть механика антиваншота. Невозможно умереть, если у персонажа было более 25% здоровья, а удар врага составляет больше имеющегося. Получив урон, персонаж оглушит врагов поблизости и у него останется 1 единица здоровья. Перезарядка этой механики 45 секунд. Исключение — проклятие. Кроме механики антиваншота в игре есть механика ралли. После получения удара у персонажа есть возможность восполнить часть потраченного здоровья с помощью атак оружием. После получения удара у персонажа потраченное здоровье окрашивается в рыжий цвет и постепенно убывает. Восполнить можно только часть потраченного здоровья. Единственный дот или постэффект, который может получить главный герой — отравление. Например, от метателя ножей или от ядовитой воды в локациях ядовитые источные канавы и древние источные канавы. Отравление не может убить безголового, но может понизить очки здоровья до 1. Если заблокировать атаку противника, то можно сократить количество урона от 60 до 90%. Противник также получит урон. Если парировать ближнюю атаку противника, то есть не получить урон, то противник получает критический урон. Количество урона написано в скобках параметров щита. Ключ лунного цветка позволяет разблокировать мутацию принятия, добавленную в 7 обновлении. Для получения каждого необходимы ключи садовника и наличие 3 активных клеток босса. Все ключи можно найти на определенных локациях, за дверями для которых требуется ключ садовника. Ключ лунного цветка является отсылкой к игре Nier Automata. В игре есть 8 видов двуслотового оружия, которые заполняют оба слота. Если гранату охотника поменять на моба, который не имеет элитную версию, то он превращается
превратиться в элитного зомби. Описание гранаты охотников отсылает ко вселенной покемонов фразой «собери их всех». Если активировать Серенаду и любого другого питомца, то она рассердится и убьет второго питомца, а вы сможете разблокировать достижение. Если попытаться погладить Серенаду, ей это не понравится. Если сделать это трижды, она ударит вас и уйдет в откат. Она сможет убить безымянного, только если у него будет 1 единица здоровья. Грибной парниша может быть принесен в жертву, чтобы пройти мимо босса. За это, кстати, дают достижения. Однако битву можно начать даже после жертвоприношения, если каким-либо образом нанести урон глазу. У главного героя на острове есть один фанат, который сделает ему статую, которую можно изменять. И в это можно с охотой поверить, особенно если посмотреть на всех остальных. Они же реально ненавидят вас. Чертеж камеры переработки можно получить только после победы на Деснице Короля с 1 клеткой или выше. Другие финальные боссы не дают это улучшение. Настоящее имя привратника Кастейн. Раньше он был надзирателем тюрьмы и отвечал за охрану моста и тюремную стражу. Во время прохождения ежедневного испытания могут появиться предметы, которые не были открыты у коллекционера. Раньше летописец был торговцем амулетами, но после чего был изменен в персонажа для записи статистики, а сам торговец амулетами был удален из игры. Всего в игре 4 локации, после которых сама игра заканчивается. После победы над Десницей, Королевой, Дракулой и Коллекционером. Ну еще в начало можно вернуться, если умереть. Но в этом же нет ничего сложного. На локации Расколотые святилища можно сменить свой костюм на костюм сектанта при помощи руны Гомункула, если применить ее на труп сектанта, с которого падает чертеж костюма. Многими любимый и ненавистный детский топорик является отсылкой к Левиафану из God of War. Это двуручный топор Кратоса, а надпись «Сын» в описании отсылает к тому, что он детский. Что-то непонятно, вообще тупой. Забавный факт. Плеть Вальмонта не является отсылкой к Castlevania. Если вы все еще считаете, что это отсылка, то зачем в игре убийца вампиров? Неизвестно, кто это придумал, но оружие лапти-разбиватель в описании в английской версии игры написано «Часть текста песни Get Riff» Джонни Кэша. А вот в русской локализации там строчки из песни нейромонаха Феофана. Костюм «Тысячи и одна ночь» является отсылкой к книге «Тысячи и одной ночи». Это собрание сказок и новелл, обрамленная историей о персидском царе Шахрияре и его жене по имени Шахерезада. Если игрок умирает во время битвы с королевой, до того, как ее здоровье достигнет 50%, она оживит и вылечит игрока до максимального хп, причем сама получит урон. Она даже делает это, когда вы умираете от падения с арены. Если на вас упадет лифт, то вы можете умереть и заодно получить ачивку в Steam. На локации ядовитые и древние источные канавы есть ядовитая жидкость, которая начинает взаимодействовать с персонажем через 0,5 секунд, а если в нее спикировать, то урон будет наноситься сразу. Также она не действует на врагов. И последний, 50-й факт. Исходя из лора игры, можно считать, что конъюнктивиус женского пола, так она еще и мутировала из обычного щупальца в летающий глаз. Это было 50 бесполезных фактов об игре Dead Cells. Опытные игроки, скорее всего, знали почти все. А если что-то не знали, то лайк под ролик поставьте, естественно. Напоминаю, что наша цель собрать 20 тысяч подписчиков, поэтому на кнопочку подписки нажимаем и на лайк тоже. На этом все, с вами был Захар World of Zero 2023. Всем удачи и всем пока!